В этой головоломке требуется соединить все красные и синие шарики с помощью одной сплошной замкнутой линии. Линия, которая проходит через синие шарики, должна быть обязательно прямой. Через красные шарики должна обязательно изгибаться. После красного шарика линия может быть только прямой, то есть здесь не может быть изгибов, поэтому если мы уже нарисовали угол, то можем смело ставить здесь продолжение 2 прямых участка. После синего шарика одна из клеток должна содержать изгиб, либо сразу две, но не может быть вот такой вариант. То есть хотя бы один изгиб должен быть. То есть если у нас есть уже точно найденная клетка с прямой линией после синего шарика, то здесь изгиб должен быть обязательно. Крестиком можно помечать клетки, в которых мы точно знаем, что линии не будет. Линия не может упираться в край, либо в пустую клетку. Поэтому у края может быть только либо вертикальная линия, либо изгибы с поворотом влево. В пустых клетках можно ставить любые фигуры, но если у нас уже есть какой-либо фрагмент, например, отрезок, который упирается в клетку, которую мы будем рисовать, то программа ограничивает список возможных фигур здесь. Это упростит рисование и позволит рисовать головоломку, решать гораздо быстрее. Если, например, здесь крестик, то, соответственно, мы не сможем поставить фигуру, которая упирается сюда. То есть, если здесь, например, два крестика, то остается один вариант. Ну и крестик, соответственно. Как же начать решение? Следует найти клетки, в которых возможен изначально только один вариант. В случае этой головоломки это угловые клетки. Здесь может быть угловые клетки, в которых стоит красный шарик. Так как фигура не может упираться в край головоломки, то мы ставим единственный возможный вариант — это угол. Аналогично здесь и здесь. Далее мы можем продолжить прямые линии, так как по правилам головоломки после красного шарика всегда идут прямые линии. У границ головоломки стоят синие шарики. Это значит, что здесь может быть только прямая линия. Горизонтальная линия исключена, так как граница экрана, поэтому ставим линию. Аналогично вот здесь. Далее, здесь должен быть изгиб. Он может быть только в одном варианте. Аналогично здесь. Здесь возможно только прямая линия. Здесь то же самое. После красного шарика прямая линия. И обязательный изгиб. Прямая линия. Обязательный изгиб. Он может быть как бы повернут сюда, но здесь у нас тупик. Поэтому здесь можем ставить крестики и ставим единственный возможный вариант. Здесь возможен поворот сюда либо сюда. Так вот ставить нельзя. Так, если головоломка повернута сюда, то здесь у нас получается вот эти две клетки будут тупиковые в любом случае. То есть не может быть вот такого варианта. Ставим крестики. Здесь у нас с двух сторон отрезки, поэтому ставим вертикальную черту. Так, здесь возможно два варианта, поэтому пока вот этот угол не ставим. Посмотрим другие места.
Здесь у нас единственный возможный вариант. Здесь также. Здесь сюда не может быть поворота по причине того, что у нас образуется сплошной контур, изолированный от остальной головоломки. Поэтому здесь возможно либо так, либо так. Но здесь угла быть не может, поэтому ставим сюда. Здесь у нас угол один единственный возможный. Здесь прямая линия. Здесь остался один вариант. Здесь образовался угол. После синего шарика должен быть изгиб. В эту сторону изгиба быть не может, так как образуется тупиковый отрезок, упирающийся в пустоту. Поэтому здесь ставим крестик. Здесь обязательно поворот. Здесь только вертикальный вариант. Здесь остался угловой вариант. Здесь остался прямой. Так, далее ищем еще единственные варианты, которые возможны. Здесь нельзя поставить угол, так как образуется замкнутый контур, снова ставим прямую линию. Здесь тоже один вариант. Аналогично здесь мы не можем поставить поворот. Но ставим здесь его обязательно. Так, нельзя. Получится контур, если поставим. Поэтому ставим прямую линию. И та же логика и здесь. Так нельзя, ставим прямую. Здесь уже может быть и так, и так. Здесь у нас изгиб обязательно, и только один возможный вариант. Аналогично здесь. Здесь остался прямой горизонтальный участок. Здесь обязательно линия после красного шарика. И здесь прямая линия по правилам красного шарика. Здесь тоже один вариант. Здесь соединение. Здесь исключен угол, так как образуется контур. Здесь у нас крестик. Так, сюда возможны два варианта. Здесь также два варианта. Так, вот здесь остался один вариант. Вот здесь. Кстати, вот здесь, да, очевидно, что может быть только одна линия. Здесь поворот, здесь поворот, здесь поворот. И далее головоломка решается очень быстро. Все, осталось две клетки. Мы справились. Поздравляем.